Good evening again. Добрый вечер. Happy to see you all once again. Рад всех вас снова лицезреть. It's not been too long since I was here last time, Не так уж долго, не так много времени прошло с нашей прежней встречи, but it's always a pleasure to come back to но это Moscow. всегда радостно возвращаться назад, сюда, в Москву. To be spiritually engaged in everyday life. Для того, чтобы быть духовно вовлеченным в реалии повседневной жизни, I think that's a challenge to every one of us. я думаю, что это определенный вызов, да, задача сложная для каждого из нас. So when we talk about spirituality, it's also be concerned as religion as well as non-religion. И когда мы говорим о духовности в целом, мы подразумеваем некую религиозную ее составляющую и нерелигиозную. There are people who may not particularly follow any sets of religion. Ведь есть люди, которые не следуют какому-то определенному набору религиозных уложений. But we all have some kind of interest in how to lead a better life. Но все мы заинтересованы так или иначе в том, чтобы вести лучшую, да, более качественную жизнь. Spirituality concerns ethical living. И духовность, она более всего работает с этической, с нравственной составляющей жизни. So ethical living may not necessarily have to be conforming to a religious set of ideas. И жить нравственно или жить этично не обязательно жить в согласии с каким-то набором религиозных догм. So from this point of view, I think it really concerns us as a human being. И с этой точки зрения данный вопрос касается всех нас, всех живых существ. Whether one believes in a religion or not. Являемся ли мы последователями какой-то религии или нет? Whether one is a religious person or not. Религиозны ли мы, как люди, или нет? So what matters in the end is whether one is a good person. Что в конечном итоге действительно значимо, это то, являемся ли мы хорошими людьми или нет. And good person is what everyone wish to be. А хороший человек — это ведь то, к чему все мы стремимся. Not many wants to be religious. И не все, пожалуй, мы стремимся к тому, чтобы стать религиозными людьми. And very few wants to be Buddhist. И совсем мало людей, наверное, хочет быть буддистами в этой жизни. Nevertheless, to be good person. Так или иначе, хорошими хотят быть все. That is spirituality. И это духовность. A spiritual being. Быть духовным человеком. Something that addresses our inner potentials, our inner being. Что-то, что затрагивает, что актуализирует наш внутренний потенциал, наше внутреннее существо, сущность. Now, even this religion, see, whether one follows the monotheistic religion tradition or the Eastern philosophical traditions such as Buddhism. И даже религиозные традиции, будь то какие-то абрамические, монотеистические религиозные традиции или некие восточные вероучения, The basic purpose of all this religion, you see, is to make us a better person. их основная цель также сделать из нас более лучших, более хороших людей. So, if as a result of following a particular tradition or religion, if it results in making us a better person, a better human being. И если результатом нашего следования той или иной религиозной традиции становится наше улучшение, да, то, что мы становимся более лучшими, хорошими людьми, Then we could say that it's working. тогда мы можем сказать, что да, этот религиозный путь работает. Now, what means a better person? Что значит стать лучшим человеком? A kind person. Добрым человеком, A person with a warm heart. человеком добросердечным, с теплым сердцем. So simply speaking, a person with a good heart, warm heart, kind heart. Попросту говоря, человеком добросердечным, с теплым сердцем, с хорошим сердцем. Such a person is welcome anywhere. Такому человеку рады везде. Such a person is a friend to everyone. И такой человек друг всем существам. So that is what I hope that tonight's topic will be about. How to become a better person. И я надеюсь, что темой нашего сегодняшнего разговора станет именно это, как стать таким лучшим человеком. Now, in our modern education system, В современной образовательной системе majority of the structures are
prepared, organized in a way that is externally focused. Структура образования построена таким образом, что фокус внимания основной направлен на внешние реалии. So we do not have really a real proper sense of methods or techniques of how to become a better person through modern education system. Современная образовательная система не дает нам методов, инструментария того, как становиться лучше внутри. Yeah, the modern education system teaches us how to be successful, how to be smart, how to be, achieve things in life, but mostly material goals. Она учит нас в основном материальным целям и их достижению, как стать более интеллектуальным, более умным, разумным, как стать успешным, как преуспеть и тому подобному. So whether these material goals, once we achieve them, if it is helpful in making a better person, is questionable. И помогают ли нам эти внешние материальные цели, на достижение которых все усилия образовательной системы направлены, стать нам лучшими людьми? Большой вопрос. Indeed, many people seems to be unhappy. И на самом деле мы наблюдаем, как со всеми этими достижениями многие люди остаются несчастными, Isolated, изолированными, unable to connect to each other. неспособными установить связь с другими, друг с другом. We live in a city full of people. Мы живем в городах, наполненных людьми, Yet a lot of us feel lonely. и многие из нас, слишком многие, чувствуют себя при этом одинокими. Sense of isolation. Такое чувство изолированности, отделенности. Simply unable to connect. Простая неспособность вступить в связь. Because that simple inability to connect is not because of education, because of lack of education. И эта простая неспособность вступить в связь, она обусловлена не тем, что нам не хватает образования или каких-то знаний. It's not even lack of material accomplishment. И это даже не недостаток каких-то материальных свершений и достижений. Lack of warm heart, Это недостаток доброты в сердце, kind heart. добросердечия, теплоты в сердце. Lack of human heart. Недостаточность человечности в сердце. So, therefore, I think some of us, you see, have some kind of a idea or misunderstanding of separating spiritual life as something different and then contemporary everyday life is something different. И у людей часто присутствуют сейчас ложные представления о некой раздельности, несоотносимости духовной жизни, духовного пути и современного образа жизни. Many people seem to have certain, almost kind of romantic ideas, you see, about getting into Buddhism or getting into some kind of a spiritual practice. У людей существуют порой такие романтические, даже можно сказать, заблуждения и фантазии на тему того, что такое вступление на духовный путь, что такое стать буддистом или неким приверженцем другой традиции. It seems that we are looking for some kind of mystical experience. И мы словно ищем какого-то мистического опыта переживаний. Some kind of a way to forget, at least temporarily, our life. Какого-то способа хотя бы на время забыться относительно нашей реальной повседневной жизни. So that is a whole mistake. One of the Buddhist monk said. И это ошибочный, конечно, образ мышления. И один из буддийских монахов сказал, that whether we can walk on the water, что можем ли мы ходить по воде, whether we can fly in the air or not, it's not a big deal. Или можем ли мы летать в небе, это невеликое дело. It doesn't matter. Это не важно на самом деле. What matter is simply to walk on the earth. А что важно, это способность действительно шагать, ступать по земле. So this looking for a mystical sense of experience on the spiritual path, looking for magic. И в поисках некой магии, неких мистических переживаний на духовном пути,
it's a simple manifestation, a simple way of being difficult at oneself. Это просто еще один способ создания сложностей для самого себя. There's a constant effort in avoiding oneself. So therefore, one has this strange idea of that one is able to forget for a while who we are. Мы все время пытаемся как-то ускользнуть, уйти от того, кем мы на самом деле являемся, забывшись в чем-то другом. И это для нас становится еще одним таким способом бегства. So we like to believe in stories. Мы любим верить в какие-то истории, Magical stories. красивые магические Mystical истории, stories. мистические истории. That makes us feel very good, at least for temporary. Это хотя бы на время заставляет нас какие-то приятные чувства переживать. When I visited Japan, long time, my first visit outside my country, or В первой страной зарубежной, в которую я попал, покинув страну, где до этого жил и родился, это была Япония. I was 20 years old. Когда мне 20 лет было. Now that seems long time. Давно уже, кажется, это очень было. So, funnily, unfortunately, the translation of Japanese translation, which is coming from the Chinese version of translation for tulku, reincarnated lama. Японский перевод термина «тулку» или реинкарнирующийся лама, да, или лама-перерожденец, который пришел в японский из китайской версии. There's no real proper translation to that. The only closest translation they use, as the Chinese use, is living Buddha. Нет прямого перевода «тулку», да, или «нирманакая», как на санскрите, на тибетском. «Тулку» нет прямого перевода этого термина, и самый близкий, который используется в китайском обороте в речевом и в японском, это «живой Будда». So all of a suddenly, I was living Buddha. И так внезапно, приехав в Японию, ко мне все обращались как к живому Будде. Я стал живым Буддой. All over in newspapers, says a living Buddha is coming. И всегда объявляли, да, на этих всех буклетах все, что вот живой Будда приехал. So I believe many people were very disappointed to see me. И я уверен, что многие люди были разочарованы, увидев меня. So, because I'm sure Japanese people have this idea of a living Buddha must be a really old one. Потому что, я уверен, японцы ожидали увидеть живого Будду, кого-то в зрелом возрасте такого. So I happen to be just a very young man. А мне было всего 20, я был молодым совсем. And having chewing gum in my mouth. Да, во рту у меня была жвачка. It didn't help much. Это не помогало образу. Then they think living Buddha. So someone come to ask me. И они видели живой Будда. И кто-то подошел ко мне с вопросом. So someone says, "Oh, you are living Buddha." Сказав: "О, вы живой Будда. Can you fly?" А можете ли вы летать, левитировать? Of course, I said, of course not. I have never flown in my life, this life or last life. Я сказал: нет, я и ни в этой жизни, ни в прошлой не летал. And then someone just came up and said, "Oh, you are living Buddha. Can you tell me how old I am?" А кто-то сказал: вот вы живой Будда, а скажите мне, сколько мне лет? So obviously, I said, "I'm sorry, I don't know." Я опять извинился, сказал, что не знаю. So they were, some of them, very disappointed. И люди были многие разочарованы. It's so ordinary here. Да, что-то такое очень обыденное было перед ними. Because they're expecting something extraordinary. Потому что они ожидали чего-то необычного, а было что-то обыденное. So from this point, I think looking for some kind of a temporary, how to say, respite. И с этой точки зрения поиски такого вот временного какого-то отдыха, да, временного побега. Separating the spiritual part or spiritual life as different from contemporary life is a mistake. И разделение подобное духовной жизни, духовного пути на обычную повседневную жизнь является ошибочным. So how we live, you see, in the daily part of our life, it itself contains what means spiritual life. То, как мы живем свои повседневные, обыденные жизни, как раз и составляет наш духовный путь, нашу жизнь духовную.
Now, according to the Buddhist path, choosing a spiritual path, there's always some kind of like two different kind of choice. В буддийской традиции избрание духовного пути подразумевает два образа, два способа действия, два варианта. One who really, how to say, abandon all things in life and go to the mountains, go to the monasteries to become monk or nun. So they lead a very different life. Один из них — это путь полного ухода из мирской жизни, то есть это тот, кто принимает на себя монашеские обеты и уходит в монастырь, или тот, кто надевает на себя одежды йогина и уходит в горы, чтобы медитировать в уединении. Still guided by certain ethical and spiritual, how to say, disciplines. И подобные люди также в жизни своей исповедуют, придерживаются определенного кодекса нравственности или этической дисциплины. Then we have the other type, you see, who are just simple, ordinary people. You know, like what we call is mundane, you know, ordinary people. Но есть и другой тип практикующих, которые предпочитают оставаться в миру, ведя обычную жизнь. Таких мы людей называем мирянами, да, или домохозяевами. So who lead a normal, regular life with family obligations, work obligations. You know, we live social life, let's say. Ведущие обычную повседневную жизнь обычных людей со всеми ее обязанностями в кругу семьи, связанными с работой и так далее. So even living in a social kind of ordinary environment of life, one can always still practice spirituality. И даже в контексте такой полной вовлеченности и социализации мы все равно можем практиковать духовный путь. Because the purpose, therefore, is same. You see, whether one choose this path or that path, purpose is to become a better person, and that better person must start with a good heart and kind heart. Потому что целью, как у первого пути, так и у второго пути, остается одно и то же — стать лучшим человеком, стать лучшей личностью, да? И это все начинается с простой практики развития доброго, теплого сердца. So positive thought, for example, nowadays, so many medical field is now openly encouraging people to have more positive thought. Позитивное мышление сейчас очень популярно, и медицинская наука, да, то есть западная официальная медицина также призывает людей быть оптимистами, быть позитивно мыслящими людьми и говорят о пользе этого для здоровья. Because such a positive thought has a direct effect on our physical health and mental health. Позитивные мысли непосредственно влияют в положительном ключе на наше физическое здоровье, на наше благополучие, благополучие физическое, телесное и душевное. And the root of developing positive thought, а корнем развития позитивного мышления kindness. Является доброта. How can one develop positive thought without understanding the kindness? How to be kind? Можно развить позитивное мышление, позитивный образ жизни без понимания того и без вообще становления добрым человеком. Because many of us have this, whether we directly see it or not, but many of us has this difficulty with ill will. У многих из нас, воспринимаем ли мы это напрямую или это у нас идет, так сказать, подсознательно, есть проблемы с вот этим вот, с этой злонамеренностью, можно так сказать, да? A difficult feeling with oneself. Сложное отношение к самому себе. Because when this ill will goes on unchecked, it can become hatred. Когда эта злонамеренность такой в тонкой ее фоновом виде продолжается и длится, сохраняется в нас, это может превратиться в ненависть. A self-hatred. В ненависть по отношению к себе. So in the long run, it can get more deep on a fundamental sense of I am not good. И в конечном итоге это может превратиться в такое всеобъемлющее ощущение, убежденность, что я не хорош, да, что я плохой внутри. The sense of feeling that I'm fundamentally not good, something is wrong with me. Ощущение, что со мной что-то не так, что я порочен на каком-то глубинном уровне, фундаментально. So that is a beginning of not a very healthy relation, not a very healthy thoughts to oneself.
И это самое, так сказать, начало, база, да, фундамент для негативного отношения, нездорового отношения к самому себе. See, we can be kind to others, we can be loving to others, we can be compassionate to others, but it must start with the feeling of I am fundamentally, basically fine. Мы можем любить других, мы можем заботиться о других, быть добрыми, сострадательными по отношению к ним, но это должно все начинаться с ощущения, с понимания того, что мы внутри хороши, что мы внутри благие, что мы внутри добрые, и что все с нами в порядке. So if we think that I am fundamentally negative, fundamentally bad, how can we actually develop kindness? Если мы думаем, что в основе своей мы негативны, что мы плохие в основе своей, да, как можем мы действительно быть глубинно добрыми по отношению к другим? So one of the first step, towards developing a spiritual practice in the daily life. И один из первых шагов к развитию духовной практики в нашей повседневной жизни is to develop kindness to oneself. Это развитие доброты по отношению к самому себе. Whenever we wake up in the morning, morning is always considered as a good time. So the first thought is to develop this kindness to oneself. И пробуждаясь по утру, а утро считается самым таким эффективным временем для подобных вещей, мы должны первую мысль породить в уме о том, что мы добры, что мы хороши. Buddhism talk about motivation. Буддизм говорит часто о мотивации. Yeah, because Buddhism talks about we are not what we do. Буддизм говорит, мы это не то, что мы делаем, but what we think. Но мы это то, что мы думаем. In the normal sense, we always talk about you are what you do. Потому что в обычных терминах, так сказать, бытовых, обыденных, мы говорим, что ты это то, что ты делаешь, ты проявляешься в своих поступках. But there's a slight difference in that you are not what you do, but you are what you think. Но здесь немножко переносится акцент, да, вы это не ваши поступки, не то, что вы делаете, а та мотивация, те мысли, которые стоят за ними. As Buddha said, your thoughts are important. Как говорил Будда, ваши мысли важны. Because you become what you think. Потому что вы становитесь тем, о чем мыслите. Therefore, good thought, wholesome thought, поэтому хорошие мысли, добродетельные мысли, positive thought, позитивные мысли, kind thought, добрые, has a direct impact on our speech. оказывают непосредственный эффект на нашу речь, на то, что мы говорим, in the way we communicate. на то, как мы коммуницируем, общаемся с другими. And such thought has also a direct effect on the way we do things physically. И подобные мысли также влияют на то, что мы потом делаем своим телом, на те поступки, которые мы совершаем. So our physical action and verbal action. И наша физическая активность, наша деятельность и наши речи, наша коммуникация зависят Depends on the thought level. от уровня мыслей, предшествующих им. Unkind, unwholesome thought, Недобрые, неблагие мысли, destructive thought, разрушительные, деструктивные мысли impact negatively негативно влияют our speech, на нашу речь, our conduct. на наше поведение. So when the speech and conduct are affected negatively, the result Когда речь и поведение наши подвержены такому негативному влиянию, каков будет их результат? unhappiness, Будет это несчастье, unhealthiness. страдание, нездоровье. So therefore, how we think, what we think, is important to give importance to our thought. Поэтому очень важно уделять внимание тому, что и как мы думаем. Because when we give importance to our thought, we will learn how to respond properly. Уделяя этому вниманию, мы научимся реагировать верным образом. Instead of reacting automatically. Вместо автоматического, такого спонтанного, бездумного реагирования. Many of us have developed this automatic kind of reaction on every level without properly aware of how to respond to things. У многих из нас присутствует это автоматическое такое импульсивное реагирование на происходящее без мысли, без раздумия, без осознанности относительно того, как мы поступаем. Even when
someone follows, someone studies all the precepts, all the, things, doctrines about religion. Даже изучая какие-то религиозные доктрины и исповедуя все эти своды норм, каких-то указаний относительно этичного поведения, Yet unable to become a good person. люди порой все равно не могут стать просто хорошим человеком. Because unable to follow the ethical and the wholesome, application that so demand. Потому что не могут действительно в реальности применить те нормы, те указания, которые содержатся в сводах тех текстов, которые религиозных они исповедуют. We have stories of people who are maybe very religious person. У нас полно историй людей, которые, пожалуй, были действительно истово верующими, очень религиозными людьми, Who can recite all the teachings or all the verses. и могли по памяти начитывать, да, повторять, распевать все те священные тексты, которые исповедовали. The highly religious person, Очень и очень религиозные люди, not a very good human being. но не очень хорошие люди при этом. Yet we also meet people who have no religion, Но также мы встречаем в жизни людей, у которых нет какой-то религии, вероучения. no idea of religions, У них понятия нет о вере, об религии. but naturally kind person, Но по природе своей они добрые люди, good person, хорошие люди, good heart. добросердечные люди с хорошим сердцем. Religious person, more angry. А религиозные люди порой очень гневливые, злые, More arrogant более заносчивые, высокомерные. and fighting more. И больше, так сказать, вовлекаются в конфликты и битвы какие-то с другими. So what is the purpose? Тогда каков смысл этого? Yeah, to me, I believe that the reason that we enter into certain spiritual path Я полагаю, что мы вступаем на тот или иной духовный путь is that we have something to change. по причине того, что нам хочется что-то изменить. If there's nothing to change, then why do we need spiritual path? Если менять мы ничего не собираемся, так что же нам тогда, зачем нам вообще это все? Зачем нам этот духовный путь? Say, if I'm good as I am, why I need all of this, a different kind of religion or spiritual path? It's only because there's something in me that needs to change. Наверное, это что-то во мне, что я хочу изменить. Если во мне все и так в порядке, все меня устраивает, к чему мне все эти различные практики и начинания, которые связаны с той или иной духовной традицией? And change is the most difficult thing. А перемена — это самая сложная вещь в жизни. If we want to bring spiritual practice in everyday life, Если мы хотим привнести духовную практику в свою повседневную жизнь, we have to be ready to change. мы должны быть готовы меняться. Say, let the spiritual path or spiritual teachings change us. Мы должны позволить духовному пути или духовной практике изменить нас. Not we try to change the spiritual path. Не мы будем менять духовный путь, а Он должен изменить нас. When we think that I have nothing to change, I am perfect as I am, so we are actually looking for spiritual path to reinforce my belief. Когда мы думаем, что мы само совершенство, что в нас все идеально и нам нечего в себе менять, тогда, обращаясь к духовному пути, мы просто будем искать в нем подтверждение этому своему совершенству. Да? Before I was angry, now I have more valid reason to be angry. А до этого я просто злился, а теперь у меня все высокие духовные причины злиться, да, религиозные. Because I'm Buddhist. Потому что я буддист. Whatever we fail, you see, as a spiritual practitioner,
Все, что мы feel, as a spiritual practitioner, whenever we feel a sense of failure, и всякий раз, когда мы терпим неудачу, какой-то фиаско, сталкиваемся с, как духовные практикующие на пути, most of the time is because we don't want to change. всякий раз это в основном из-за того, что мы не готовы, не хотим меняться. Some of us might say that I'm not a good practitioner. Кто-то из нас может сказать, что я не такой уж хороший практикующий. It's only because I don't want to change. А я могу вам сказать, что это лишь потому, что вы не готовы или не хотите меняться. Some of us might say that, oh, the spiritual path is not bringing any difference to my life. Кто-то может сказать из вас, что но духовный путь не принес никаких перемен в мою жизнь. I'm still the same. Я такой же, как прежде. And the only reason I'm still the same is because I don't want to change. А единственная причина, по которой вы такой же, как прежде, это потому, что вы не готовы измениться. And someone might ask for, or give me nirvana, but I don't want to change anything. А кто-то может сказать, ну, не спошлите на меня нирвану, да, даруйте мне нирвану, но меняться я не хочу. There is no such promise. Кто может такое вам пообещать? Change is what makes the integration. Перемена — это то, что как раз ведет к интеграции. Change from hard thinking. Изменение, перемены от такого жесткого мышления. Change from, how to say, hatred, ill will thinking. Перемены злонамеренного, перемены негативного мышления. Towards more loving, kind and compassionate thinking. К более любящему, доброму, сострадательному образу мысли. That is possible, see. И это возможно. But we need to cultivate. Но для этого необходима культивация, работа. It doesn't come from just wishing. Это не случается просто по одному нашему желанию, факту желания. Just like in our ordinary life, Как и в повседневной жизни. we work hard to accomplish something. Мы работаем, так сказать, не жалея сил, чтобы достичь каких-то ценных результатов. Physically or materially. В каких-то на физическом плане или в плане материальном. In order to keep physical health, we also work hard in our diet, in our exercise, and in our habitual tendencies. Для того, чтобы поддерживать физическое здоровье, мы также работаем без устали, занимаясь какими-то упражнениями, фитнесом, поддерживая здоровый тип питания, привычки здоровые и тому подобное. Then to change the mental attitude. Для того, чтобы изменить ментальный настрой, наш подход, образ мысли, Our thought process, процесс мышления, it needs cultivation. также необходима культивация. That kind of cultivation needs discipline. А эта культивация подразумевает постоянную дисциплину. And the real want, not just wishing, but the real want to change. И не просто такое желание, да, поверхностное, а действительно целеустремленность и такое прочувствованное желание измениться. The real want to change is the most beautiful thing to start. И подлинное желание перемен в себе — это прекрасный старт на пути. That's the first step of kindness. Это первый шаг, первая ступень на пути к доброте. There is something in me that's calling for change. Что-то внутри меня просит перемен. Not to fight, not to reject, Не сражаться, не отталкивать что-то, not to feel bad, не переживать по какому-то поводу, but develop a genuine sense of loving kindness. но развить подлинное, искреннее чувство любящей доброты. Then meditation. И это ведет нас к медитации. Meditation is one of the principal technique in Buddhism especially. Медитация — это базовая такая техника, и в частности в буддизме тоже. The path to transformation, Это путь the трансформации, path to change. путь к перемене. See, we can do all kind of practice. We can study so many of philosophical, views. Мы можем выполнять всевозможные практики, изучать бесконечные философские какие-то положения. There are also practice of mantras, there are practice of prayers, and many things are there. Практиковать молитву, начитывать мантры. Существует множество всевозможных практик. But the
the goal of such practice is the true wanting to change. Но целью всяких практик, всех этих практик является та перемена, к которой мы стремимся. Change for better. Перемена к лучшему. Because change for worse we don't have to want. Потому что перемен к худшему мы ведь не хотим для себя, так ведь? That comes for free. Эти перемены случаются и так, бесплатно. Для этого не надо утруждать себя. So, true wanting to change for the better. Итак, подлинное желание перемен к лучшему. Then spiritual path makes sense. И тогда духовный путь работает, тогда он осмыслен. Because it is bringing change, inner change, not outer change. Потому что он как раз и дает нам те внутренние перемены, которых мы желаем. Не внешние, а внутренние. And when it begins to bring inner change, then it has the possibility to affect our life. И тогда, когда эти внутренние перемены начинают происходить, тогда это неминуемо отражается и на всей нашей жизни. Our everyday life. На нашей повседневной жизни. Ordinary life. На жизни, так сказать, обыденной, повседневной. And these days, a lot of people are very familiar with meditation. В наши дни многие люди знакомы с этим явлением медитации. It's becoming very popular now. Это довольно популярная практика. Yeah. So meditation is a method, say, it's a technique. Медитация — это просто некая техника, метод. But the purpose of the meditation is to bring that change. А цель ее — вызвать как раз те перемены, которых мы хотим. So therefore, this meditation is again a very secular technique that doesn't require anyone to be necessarily become Buddhist. И поэтому медитация сама по себе — это довольно такая секулярная, светская техника, которая не требует от вас обращения в какую-то религию, например, становиться буддистом. But it needs discipline. Но она, безусловно, чего она требует, так это дисциплины. How we follow discipline depends on how we truly want to change. И то, как мы следуем, и насколько мы следуем этой дисциплине, зависит от того, насколько искренне наше желание перемен, желание измениться. If we are determined to change, если мы действительно решили измениться, we will have no problem тогда проблем с дисциплиной у нас не будет. To follow meditation. И проблем у нас не будет поддерживать практику медитации. So you see, every day, meditation. So we are talking about how to lead a spiritual life or integrate spirituality into everyday life. Мы с вами говорим о том, как следовать духовному пути и как интегрировать духовную жизнь, духовную практику в жизнь повседневную. So we are not talking about how not to practice spiritual path at all and bring spirituality into everyday life. Мы не говорим о том, как вовсе не практиковать никакой духовности, но сделать при этом духовной нашу жизнь. But what we are talking about is making spiritual path part of our everyday life. Мы говорим о том, как сделать духовный путь частью, интегральной частью нашей повседневной жизни. So that begins with 15 to 20 minutes every day on meditation. Начинается это с 15-20 минутной сессии медитации каждый день. Or you can also do a mantra practice, or you can do any other formal practice you have, but point is to do it. Ну или это может быть начитывание мантры или какая-либо иная духовная практика, которой вы занимаетесь. Основной момент — это то, что вы должны регулярно ее делать. Now the problem is that when we have a regular life, проблема в том, что когда мы живем свою повседневную обыденную жизнь в миру, we can very easily excuse ourselves that I don't have time for meditation. Мы можем с огромной легкостью всегда находить какие-то экскьюзы, какие-то оправдания для себя, чтобы не сделать то, что мы собирались делать каждый день. Or for any spiritual path. И на самом деле для любого духовного пути. But we have plenty of time to open Facebook. У нас всегда достаточно времени в то же время лазить в Фейсбуке. We have plenty of time to do many other things. И на многие другие вещи у нас всегда время есть. But when it comes to meditation, I really have very, very small time. And besides, if it's only 10 minutes, I should not do, because my teachers say I should do if I have 20 minutes. So since I don't have 20 minutes, I don't do it.
И когда доходит до медитации, то вот тут у нас уже времени нет. Вот у нас столько всего важного, что нужно сделать. И вообще учитель сказал мне делать минимум 20 минут, а поскольку у меня только 10 минут, то и 10 я вообще делать не буду, что размениваться, да, и не буду вообще тогда делать. Yeah. And some people also can say, that I do meditation only when I'm in good mood, because I'm told that you cannot do meditation in bad mood. But most of the time we are in bad mood. А другие люди говорят, что, я слышал, что медитацию нужно делать только в хорошем настроении, в хорошем состоянии, а у меня настроение по большей части плохое, и что я буду ее делать в плохом настроении? Какая польза от этого? So there's so many ways of not doing the meditation, and sometimes I feel so pity to that little cushion. I think some of you may have. И всегда столько у нас предлогов и оправданий, чтобы медитацией это не заняться. Мне даже жалко становится иногда все эти красивые подушечки для медитации, которые мы для себя устраиваем. It's getting cold. Им так одиноко, они такие холодные. Even after 3 years, the cushion is brand new. И после 3 лет, как мы ее купили, она совершенно новая. And before you put it in such a nice place that you can see everywhere, И вы поставили ее в такое, так сказать, хорошее место, что отовсюду она видна. After you feel so bad because every time you look at it, you know you are not doing А потом something. вы чувствуете уже себя неудобно, что так ее положили, что всегда она вам-то глаза мозолит, хочется ее куда-то убрать с глаз долой. So finally you put it in a closet. И в конечном итоге вы ее куда-то в шкаф подальше прячете, чтобы она... So you see, the point is doing it, finding time. И смысл здесь в том, чтобы находить время и делать то, что вы решили. It's simple. Это очень просто. You want to change, Хотите измениться? truly, deeply, Действительно, глубоко. then one has to engage, cultivate time. Тогда необходимо вовлечься в практику, культивировать необходимые качества, тратить Time на это время, for practice. отвести должное время практике. So let it be a part of our daily life. И сделайте ее действительно частью вашего ежедневного графика, вашей ежедневной жизни. Then if nothing is changing, И тогда, если ничего не будет происходить, меняться, then you can talk. тогда вы можете уже возмущаться. Then it's valid reason to talk. Oh yes, I've been doing so regular practice Тогда у meditation. вас будут какие-то резонные оправдания, да, возмущаться, что я столько медитирую, я никак не меняюсь, ничего не происходит. But my thoughts are still crazy. Мысли мои по-прежнему безумны. Otherwise, you see, we don't do regularly. We probably do once a year or once every 3-4 months, and then we talk about, oh, the meditation is not working in my life. А в противном случае мы сетуем, а на самом деле что происходит? Мы там раз в месяц или раз в 3 месяца что-то там подобной медитации делаем и говорим, ничего не происходит, она никак нас не меняет. Then the other part is, some of you may say that, so those who have children, for example, I think of course, children is a lot of work. И те из вас, кто имеет детей, может возразить, что, да, дети — это большая ответственность, это масса времени и заботы. And some people are so happy to say that I have children, and children are my real practice. И некоторые люди говорят, что с таким чувством глубокого удовлетворения, что у меня дети, и дети — это моя главная практика. There's another way of justifying yourself not to do meditation. Это иной способ еще найти себе оправдание, такое весомое, не заниматься медитацией. Of course, it is true. Children are a lot of things to do. Конечно, это правда. Дети действительно это важная очень часть нашей жизни, приложение наших усилий. Each time children calls you mommy, 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 and if you are able to respond kindly all the time, that's of course very good practice. И когда ребенок ваш все время зовет вас мам, 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 постоянно дергая вас, и вы находите в себе силы отвечать, реагировать по-доброму, да, и внимательно, с любовью, это, конечно, всякий раз практика. But even though you have children, you can still practice. Но даже если у вас есть дети, все равно надо практиковать. And the best way is either you wake up a bit earlier than children. Находить для этого время, и хороший вариант будет проснуться, может быть, чуть раньше ваших детей. Or let the child come along, Или позволить детям, или даже повлиять на них так, чтобы они к вам присоединились. It's a beautiful thing, you just
do your meditation, but letting the child just have a glimpse of it, being part of И it. это на самом деле прекрасная практика, когда вы медитируете и позволяете ребенку также получить проблеск того, как бы вкус переживания того, чем вы занимаетесь. That the children get exposed to certain moment of serenity and peace. Чтобы дети ваши также ощутили на вкус вот эти мгновения спокойствия, умиротворенности, внутреннего покоя. The children will be so surprised and amazed to see my mom is actually peaceful. Они будут так удивлены и так воодушевлены, что, о, моя мама действительно умиротворена сейчас. Как удивительно. Yeah, this is you see how we transfer and transmit, our tradition, our transmission of practice of peace and serenity. See, it's not something that we teach the children to do this or do that, but rather exposing ourselves. Именно так мы передаем вот эту свою практику, этот опыт переживания покоя, умиротворенности своим детям. Не то, чтобы мы что-то заставляем их делать или конкретно учим чему-то, просто позволяем им иногда соучаствовать в этом, присоединяться к нам. Many parents came to me asking how to bring my child up best way. Часто родители обращаются ко мне с вопросами, как мне лучше растить моего ребенка. Of course, I don't have a recipe for that. У меня нет, конечно, готового универсального рецепта на этот вопрос. But the best way of bringing up the child is to become oneself an example. Но лучше всего воспитывать ребенка, самому став тем примером, который вы хотите ему преподать. Rather than shouting and yelling, and Вместо rather того, than being always running around. Вместо того, чтобы кричать на них, отчитывать их, как-то там выговаривать им, постоянно носиться. This very stressful part of life. И быть очень таким стрессовым человеком в своей жизни. What is transmitted to children. Потому что ведь именно это вы передаете своим детям. Already this very stressful way of living. Передаете им вот этот стрессовый, очень напряженный образ жизни. And when for a moment, if we can just sit and meditate peacefully, at least for a few moments of tranquility and peace, that also transmits to the children. И если мы сможем хотя бы на несколько мгновений, на несколько минут сесть, умиротвориться и в покое вот так медитировать, и ребенок будет сидеть рядом с нами, то эти мгновения покоя и умиротворения также передадутся и ему. And that has a good effect on the growth of child's brain. И это окажет очень хороший эффект на взросление, на взросление, образование, воспитание этого ребенка. Yes, then other thing is also to be aware of interdependent, reality that we are living now in today's world. Также необходимо осознавать ту взаимозависимость всего в мире, в котором мы живем сейчас. We are kind to ourselves because we need it. Мы добры к себе, потому что мы нуждаемся в этом. We are kind to others also because we need them. И мы добры по отношению к другим, потому что мы нуждаемся в них. Today, if we look at the environmental issue, also it's a direct result of how interdependency works. Если вы посмотрите на ситуацию с окружающей средой, то также увидите, что в ней выражается природа взаимозависимости всего. So my peace is linked to others. Мой мир, мой покой связан с другими. My unhappiness is also linked to others. Мое несчастье, мое страдание также связано с другими. Just in the way others' happiness matters to us. Точно так же, как страдания других важны для меня. Others' unhappiness matters to us as well. И их счастье также важно и влияет на меня. So we cannot be completely separate and independent. Мы не можем быть совершенно изолированными, независимыми, живя в этом мире. Therefore, every one of us live in interdependent world. Потому что каждый из нас, все мы, живем в мире, пронизанном вот этой сетью взаимозависимости. Therefore, taking care of each other is in our best interest. Поэтому заботиться друг о друге — это в наших собственных глубинных интересах. It's in the mutual interest. И это взаимный интерес наш и других. And that again has to develop through kindness. И опять же развивается это посредством порождения в себе доброты. I always say, that
when we are able to be kind and compassionate to others. Я всегда говорю, что когда нам удается быть добрыми и сострадательными по отношению к другим, It's not something so great that I found something completely new. это не что-то такое, что я обнаружил совершенно новое там и небывалое. See, the reason we can develop kindness and compassion to others is because in the first place we are the recipient of that kindness, that compassion. Мы можем проявлять любовь и доброту, и заботу, и сострадание по отношению к другим, потому что сами мы изначально являлись реципиентами, то есть получателями этих любви, доброты, заботы, сострадания. From the conception to the birth, С to the growing момента up. нашего зачатия, вынашивания нас в животе матери, рождения и взросления, когда нас воспитывали, заботились. We have been the recipient Мы всегда были получателями этих of качеств, others' care, заботы других, others' loving kindness, их любящей доброты, others' compassion. их сострадания. Now, when we are able to give back, И теперь, когда мы можем вернуть им эту доброту, it's not surprising. это неудивительно и нет в этом ничего особенного. It's a simple reciprocity. Это простой акт благодарности. Do you understand? Понимаете? Yeah, so in the end, I just want to say that making a meaningful life depends on how we can develop kindness. И в конце я хотел бы сказать, то, насколько осмыслена наша жизнь, зависит от того, насколько мы сумели развить в себе эту доброту. Being kind and loving attitude, positive attitude to oneself, Позитивное, любящее, заботливое отношение к себе, opens the door to how we connect to others. которое растворяет, открывает дверь нашего отношения к другим, позволяет относиться к ним также. We feel kind and loving and compassionate to oneself, we can easily connect to others. Мы добры, мы любим, мы заботимся о себе, мы можем также относиться и к другим. And that has a real chance of making impact on our everyday life, developing loving kindness. И это действительно может оказать положительный эффект и привнести перемены в нашу повседневную жизнь. Then in the end, if we have a loving kindness, whether we become very religious or not, doesn't matter. И тогда, если в нас есть эта глубинная доброта и сострадание, станем ли мы религиозными, верующими людьми, не станем ли мы такими людьми, не так уж и важно. Our life becomes meaningful. Жизнь наша будет сама по себе наполнена смыслом. In the end, you see, we can have many relations, people, many success in material accomplishment, many things, but at the end, if we feel lonely, that's a sad part. И у нас может быть огромный какой-то социальный успех, там слава, знаменитость, мы можем преуспеть в материальном плане, быть очень состоятельными людьми, но если мы в конечном итоге одиноки, то радости нам все это не принесет. What matters is in the end, the feeling of warmth. Что в конечном итоге значимо, это вот это чувство внутренней теплоты. That feeling of warmth comes from sense of kindness. А это чувство теплоты рождается из внутренней доброты, из добра. With such feeling of warmth and kindness in ourselves, we will never feel lonely. И с этим чувством теплого добра, теплой доброты внутри себя мы никогда не будем чувствовать себя одинокими. Хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Thank you. Yeah. Спасибо. So we might have some discussions if you want questions. Может быть, у нас кто-то захочет какие-то вопросы задать? У меня вопрос, с одной стороны, технический, с другой стороны, сутевой. У меня, для светского человека относительно большой объем практики, там где-то в пределах часа в день. Для меня это много. В последние дни у меня была перегрузка. То есть много встреч, 32 градуса в Москве, сумасшедший дом. В какой-то момент я поняла, что я зверею. Практики меня не берут.
И с одной стороны, я понимаю, что можно остановиться в этот момент, да, там, но жизнь не позволяет. Может быть, у мастера есть какие-то рекомендации на моменты, когда вроде как ты идешь на больших оборотах с точки зрения практики, и вроде как все делаешь правильно, но возникает вот вспышка. Ну, грубо говоря, негативная карма поднялась. Не знаю, как это, что имеется в виду. Wait for the winter. Могу не дожить, скажите ему. Maybe she won't have enough. Maybe winter is also hot for you. Может, и зима для вас будет горячей, да. Then that is the problem. Ждите зимы. Зима будет долгой, как ночь будет долгой. Well, you see, do not expect result. Не ожидайте плодов, результатов. Sometimes we simply follow out of discipline, not because we see the result right away. Иногда мы просто следуем начатой практике в силу дисциплины, которую исповедуем, да, а не потому, что мы видим, о, вот результат, вот результат. It's not about, oh, my meditation was so great, the experience was so great. It's not about that. Это не о том, что вот моя медитация была замечательной, ох, какой был у меня опыт переживания. It's simply about, oh, today I didn't miss my meditation. Это может быть просто о том, о, сегодня я не пропустил опять. That's a big accomplishment. Это уже хорошее свершение. Hot or cold. Будь то жара или холод. Meditation is good. Медитация хороша в любую погоду. Скажите, пожалуйста, вы в своей духовности росли? Ну, то есть вы когда-то были духовным, потом вы стали более духовным, потом еще более Did you духовным. experience any progress in your spirituality? Were you less spiritual before, then you become more spiritual in your life? Were you progressing in that? И если вы росли, то по каким признакам вы определяли, что вы растете? And if you were progressing in your spirituality, in your life, what were the signs that you were progressing, the marks of progress? Спасибо. How did you Me or About you, yeah. Huh? It's about you, personal. It's a personal question. oh, Yeah. whether I was a spiritual person or not a spiritual person. Did you become more spiritual at a certain stage of your life, or you were top spiritual from birth? No. I was very bad. Я очень плохой был вначале. Yeah, and I'm still bad. Я и по-прежнему-то плохой. And that's why I love the practice. Вот почему я практику и люблю. Okay? Because I'm a bad spiritual practitioner, Потому что я плохой духовный практикующий. but not a very bad human being. Но не очень плохой человек. Yeah. So I'm practicing also to how to say, to change, Поэтому я практикую, чтобы меняться, to become better in my spiritual path, становиться лучше на своем духовном пути, so that it can have an impact on my life, чтобы это произвело какой-то эффект, оказало влияние на мою жизнь, на меня, on how I think, how I apply my thoughts, на то, как я мыслю, как я воплощаю в дела свои мысли, and how I do in my life conduct. на то, как я просто веду себя в быту, в жизни. So yeah, definitely. See, I come from a generation very critical to the Tibetan history, or the recent history. Я происхожу из поколения такого очень критичного, да, критического поколения в современной тибетской истории. As you know, the Tibet history went through one of the worst tragedy ever. Если вы знаете, то вот на моем поколении как раз произошло в тибетской истории самая такая драматичная катастрофа за всю ее, можно сказать, историю. So I'm among the first generation born outside of Tibet in exile as a Я refugee. из первого поколения буддийских, да, тибетских лам, родившихся уже в изгнании, да, не в Тибете. So even though we had such a tragedy, such a catastrophe, destruction, and so on, yet I didn't grow up feeling so negative, feeling so anger, feeling so hatred. И пусть даже я родился вот в атмосфере такой масштабной катастрофы, такой трагедии тибетского народа, Тибета, я не ощущаю в себе и не унаследовал вот этих вот качеств гнева, этого трагизма и всего с этим связанного, да? See, instead, I was able to develop, loving kindness, compassion, as a result
thanks to my teachers, thanks to the Tibetans who brought that spiritual heritage with them, which cannot be destroyed by any material force. И напротив, благодаря тибетским учителям, моим учителям, тем наставникам буддийским, которые смогли принести учение, сохранить линию его передачи, я смог культивировать в себе любовь, доброту, сострадание, все эти качества, противоположные вот этому всему трагическому багажу историческому. So thanks to that, the Buddhist teaching, whose essence is based on loving kindness and compassion. Благодаря буддийскому учению, суть которого базируется как раз в любящей доброте и сострадании, Instead of becoming my life full of anger and hatred, вместо того, чтобы наполнить свою жизнь гневом, ненавистью, вот этим ресентиментом, I'm able to practice loving kindness. я могу практиковать любящую доброту, And not сострадание. only that, today I'm able to give this message, to the world. И не только это, не только на личном уровне, я могу еще делиться, нести эту информацию, делиться ею с миром, с другими людьми. That is thanks to the spiritual path, spiritual tradition. И все это благодаря духовному пути, духовной традиции. So yes, even in such tragic situation, things can still have a positive way of looking at. И поэтому, да, даже в таких трагических обстоятельствах по-прежнему могут быть вещи, которые позволяют быть в них иначе. And I still have a long way to go. И Sure. мне еще, конечно, далеко, так сказать, передо мной путь простирается, куда идти. And sometimes I'm very lazy. Иногда я очень ленив, And that I think that is the problem with many of the people who follow spiritual path. They become very lazy after some time. я думаю, это проблема для многих людей, следующих по духовному пути, что в какой-то момент они утомляются и начинают лениться. Lazy not by doing nothing and sleeping. А ленность не в смысле ничего не делания и сна постоянного, да? The problem is not sleeping. Проблема как раз не в сне, The problem is actively lazy. а проблема в активной лени, так называемой, деятельной лени. Distractions. А это отвлечение, постоянное отвлечение. That's what I'm working on. Вот над чем я работаю. Okay, yeah. У меня вопрос. Хотел спросить, как отличить тему стоящего разговора от темы не стоящего разговора? How to distinguish senseless talk from meaningful talk, conversation? How to? Senseless, meaningless conversation and meaningful conversation. How to know the difference in life? Oh, meaningless is if you are repeating 10 times. Ну, бессмысленный разговор — это если что-то повторяется десятки раз. Sometimes people just talk and talk and talk, keep repeating things, and without getting to the real point of communication. Порой люди повторяют, жуют одно и то же раз за разом, и как бы не ведет этот разговор к какой-то осмысленной, какой-то кульминации, да, к мысли, которая... Another thing is that when we talk, when we try to communicate, Иной момент еще в том, когда мы пытаемся разговаривать, общаться, коммуницировать, one has to have a real feeling, a deep wish to really communicate должна properly. быть внутри подлинное желание, глубинная такая готовность коммуницировать, установить связь, To communicate really properly and kindly. делать это по-доброму, делать это должным образом. Sometimes we just talk senselessly because we are not aware of what we are talking. Иногда мы говорим просто какую-то бессмыслицу, не осознавая, собственно, темы разговора. Then that is senseless. Вот это бессмысленная коммуникация, Yeah. Talking with some kind of awareness бесцельная. Говоря с осознанностью, or a really wish, truly deep wish to be, to be kind and to bring a really good way of communication, then we talk. It's okay, Even the word itself can be nonsense sometimes. Doesn't matter, But if you mean it well, it makes sense. если в нас присутствует глубокое желание, настрой доброты, блага для этого человека, доброты, сострадания, любви, то тогда слова даже могут быть не особенно осмысленными, но движимые вот такой мотивацией, эти речи тоже имеют смысл. Они не бесцельны. And I feel it helps not to talk too much. И я уверен, что вообще полезно не разговаривать избыточно, да, сверх меры. Sometimes in silence we can communicate better. Порой в тишине, в молчании происходит наилучшая коммуникация, наилучшее общение.
When we stop talking, then we make sense. Когда мы Sometimes. замолкаем иногда, тогда мы как раз доносим смысл. So practice silence also sometimes. Very good. Поэтому также иногда рекомендуется практиковать тишину, молчание. Okay. Спасибо большое, Ринпоче. Мой вопрос про то, что, как вы говорили, иногда у нас встает выбор помочь другому человеку или уделить это время практике духовной, например, как в примере с детьми и медитацией. И иногда мы чувствуем, что действительно мы больше поможем человеку, уделив время духовной практике, нежели непосредственно общаясь с ним. С другой стороны, как бы вот эта ситуация, когда человек много практикует, но на самом деле не очень с добрым сердцем. А вот где вот этот вот тонкий баланс, когда что правильно выбрать, когда все-таки вовлекаться в помощь конкретным людям, а когда лучше вовлекаться именно в практику и через это помогать? The question is about sometimes we have a choice, the decision to make, whether to help a person actually, or to, like with children, for example, or to dedicate time to our spiritual practice. Я могу, I can say by myself. So we have we have sometimes situations when we we have choice to help for a person and or to do some practice, spiritual practice, and sometimes we feel that it's better to do practice, and through this we can help this person better even. For example, like in your example with meditation and children, sometimes to do practice is more help. But other situations, when also, as you told, a person do a lot of practice, but not good heart. So what is this thing, this balance? In what moment it's better to choose to engage in this help of person, or to choose spiritual practice? So what is this balance? How to choose in this situation? Yeah. I'm trying to find that balance also. Я также пытаюсь этот баланс обнаружить. You see, sometimes, okay, first you have to see what is most urgent, actually. Для начала нужно понять, что наиболее неотложно. Some situation can be quite urgent. Некоторые ситуации, они действительно неотложны, да? That needs to be addressed. И необходимо их решать прямо So if it's сейчас. urgent, then it's urgent. You just go for it. Если там присутствует эта неотложность, то, конечно, надо действовать, и вы вовлекаетесь в нее. And there's no time, like if you have a kettle boiling, milk boiling on your stove, and it's about to boil, you can't say, no, first I have to do meditation. Если у вас вот-вот закипит молоко на плите, а вы говорите, нет, мне надо помедитировать, но, наверное, надо заняться молоком тогда, иначе оно убежит. The urgency of the situation Это requires you. неотложность ситуации, с которой надо работать. Now, another way is that sometimes we may think, oh, I have to meditate or I have to practice. Sometimes it's because we want to avoid the situation. Иногда мы пытаемся медитировать или практиковать что-то для того, как раз, чтобы сбежать от ситуации, уклониться от нее. So if you feel that, if you can see that you are actually trying to avoid the situation, then it's not helpful to again hiding into meditation or practice, because you will this situation will resurface all the time. Если вы обнаруживаете в себе такой эскапизм, да, в духовную практику, в медитацию, скрываете от ситуации, то надо, наверное, сказать себе перестать это делать, потому что ситуация будет всплывать вновь и вновь, если вы будете от нее бегать. Yeah. But then there are other situations also that the situation itself is not that really important. Но бывают такие моменты, когда и ситуация, обстоятельства не такие уж важные, не такая уж важная эта ситуация. But you want to give it importance. Но вы как бы присваиваете ей недостающую важность, да, как бы несуществующую в ней важность, делаете ее слишком This значимой, way you can avoid sitting on the cushion. так, чтобы не пойти медитировать на свою подушку для медитации, да? So you have to see, really. Поэтому надо смотреть, что там в реальности. Okay.
Thank you very much for interesting lecture. For me, I would like to know about your life. If you could say about it, could you say about your everyday life, about time for you when you wake up, when you do practice, how much time, and about your maybe and other things in your life? And other things? What is that? Извините, по-русски. Я спросила, как человек обычно проводит свою жизнь, чем он занимается, во сколько встает, что он делает. I wake up. Я просыпаюсь. What time? 10 o'clock. В 10 часов. Yeah. I brush teeth. Чищу зубы. Wash face, and I sometimes don't take shower. Умываюсь, иногда даже душ не принимаю. And I eat, I sleep. So a very normal thing. Really, I'm nothing different from any one of you. Ем, сплю, и все такие обычные нормальные процессы, ничем не отличающиеся от ваших. I do try to, wherever I travel, you see, I do try to fix my timing, regulate timing as much as possible. That is Я what I try. стараюсь выстроить свой ежедневный график, особенно когда я путешествую часто, чтобы все было в нем по порядку. Because I travel so much and I come into different continents which have a time difference, you know. But I always try to manage that. Я перемещаюсь по континентам, по разным часовым поясам, все время вот этот вот сдвиг по времени, я стараюсь выдерживать свой дневной график. So most of the time I'm pretty much up by 5. Обычно к 5 я уже на ногах. Sometimes I give myself 1 more hour. Иногда час позволяю себе еще поспать. When I'm generous. Когда я щедр к себе. And so usually my practice goes for 1 hour and a half every morning. Обычно 1,5 часа практика утренняя у меня занимает. I always make sure before breakfast my practices are all finished. Я хочу всегда видеть свою практику завершенной до завтрака. Then my daily life begins. Затем начинается many other responsibilities. моя, так сказать, дневная, повседневная жизнь, в которой масса других ответственностей и задач. Then in the evening I have another hour to practice. Вечером еще час я уделяю практике. So it's between 2.5 to 3 at most. Поэтому от 2,5 до 3 в максимуме, я бы сказал. And the rest of the time I sleep. Остальное время я сплю. Okay? Thank you very much. Yeah. Добрый вечер. У меня нет проблем с приятием других людей, мира, окружения, но у меня все время очень много претензий к самому себе, как будто я чего-то делаю не так, как будто я что-то делаю неправильно, как будто я не делаю достаточно, и с этим большая проблема. Какие могут быть рекомендации вот в этом отношении? He has no problem with accepting the world and other people. He's quite positive to others, but has difficulty to accepting himself. He's very critical of himself, thinking he's not doing enough, he's not good enough, he's not energetic enough, and so forth. So what would you recommend to help with that problem? Yeah, this is quite, how to say, a phenomena that many people do experience. Я бы сказал, что это явление характерное для многих людей. Многие сталкиваются с этим. Sometimes being helpful to others seems more easier than being helpful to oneself. Порой даже быть полезным, как бы и быть добрым для других, кажется нам легче, чем быть полезным и добрым для себя самого. Because sometimes it's more like that we cannot really deal with ourselves. Мы как бы не можем справиться, действительно, соотнестись с самим собой. For whatever reason, there's some sense of mistrust, or there's some sense of anger По какой-то or hatred towards причине есть oneself. какая-то ненависть, что ли, злоба, какое-то недоверие внутреннее к себе. See, and then to compensate that somehow, we try to be kind and nice to others. И пытаясь это как-то компенсировать, мы стараемся быть избыточно добрыми, хорошими для окружающих, для других. Which is not bad though, but it doesn't really bring a sense of upliftment. Что само по себе-то не является плохой практикой, да, но это как-то нас не приподнимает в своих глазах, не наполняет нас в себе. Because by helping others, by being kind and compassionate to others, it should bring sense of joy. Помощь, любовь, сострадание к другим должно наполнять радостью нас. So
if it is not bringing any kind of joy within you, I think one must start with developing loving kindness to oneself. Если такое отношение к окружающему миру, к другим людям не наполняет радостью, счастьем вас, тогда нужно, наверное, обратить внимание внутрь и попытаться развить любовь, доброту, сострадание, принятие по отношению к себе. Deep inside in you there is a yearning, there's a longingness to be happy. Внутри вас кроется это желание подспудное, тяга, да, быть счастливым. So one has to get in touch with that, not only through thinking level, but from feeling level. И важно ощутить эту внутреннюю тягу, это базовое желание не только на ментальном, на когнитивном уровне, но на уровне чувствования, на уровне сердца. You see, developing a deep sense of feeling within you, wanting, глубинное чувствование в себе, wanting, wishing to be happy, желание, стремление к счастью, to be loving and kind. Быть любящим, быть добрым. See, develop that. What you develop to others, you see, bring that into within yourself. То, что вы испытываете и как вы ведете себя по отношению к другим, разверните все это и сфокусируйте все это на себе. And sometimes just repeat a phrase. И иногда повторяйте фразу, такую мысль. Deeply feel yourself, close your eyes, and deep feeling that may I be happy. Закройте глаза, обратите фокус внимания внутрь и повторяйте «May I be happy», да, пусть я буду счастлив. May I be healthy. Пусть я буду здоров. Secured. Пусть я буду в безопасности. May I be in peace. Пусть я буду в мире, покое. Simple repeat these words. Просто повторяйте эти простые формулы. With complete openness. С полной открытостью. And complete acceptance. И с полным принятием. And feel as you repeat the phrase, as you repeat the phrase. И ощущайте то, что вы чувствуете, то, что вы переживаете, повторяя эти фразы раз за разом. Yeah. So then something very, how to say, soft, some very not a rough edge, but some kind of soft part. In you will touch. И тогда вы сможете прикоснуться к чему-то очень мягкому, не такому угловатому, да, резкому, а к чему-то очень мягкому внутри себя. That is perfectly fine to wish yourself to be happy. И почувствуйте, что это совершенно нормально и совершенно естественно желать себе счастья. To be loving, to be kind. Желать себе любви, желать себе доброты. There's nothing wrong. В этом нет ничего ненормального, ничего ошибочного. Being fully open, будьте полностью открыты accepting. И полностью принимайте. Practice this few minutes every day. Попробуйте практиковать вот так несколько минут каждый день. At that moment, if you feel like crying, just cry. И если в такой ситуации вы будете чувствовать, что слезы у вас наворачиваются на глаза, плачьте, нет проблем. Feel like just breaking down, it's okay. Если чувствуете, что вас просто, так сказать, разбивает на части, окей, переживайте это. No need to judge yourself. Нет необходимости судить себя строго за происходящее. Да, как раз вот маленькое дополнение. Вот вы сейчас сказали, нет необходимости судить себя, но как будто там какой-то строгий судья, бескомпромиссный внутри сидит, который судит каждый поступок. You said that there's no need to judge oneself, but that's exactly what he feels, that there is a very strict judge living in him that's judging him all the time. Yeah, you need to connect to the present moment of feeling. Нужно связаться с настоящим моментом чувствования вот в сейчас. And not to bring over the past or the future. И не вытягивать прошлое, не привлекать будущее, да? Just being truly open to the present moment of feeling. А быть действительно искренне, полностью открытым настоящему моменту своего переживания. Being fully open and accepting. Полностью открытым и принимающим. Okay. All the best. Yeah. Добрый вечер. Спасибо большое вам. Спасибо большое вашему переводчику, талантливому. Да. И у меня такой вопрос в контексте как раз сегодняшнего разговора по поводу
и религии, и духовных практик. Вот сейчас в современном мире очень часто люди бывают так называемых силы, места силы, индуистские места, буддийские места, православные. И сегодня они в духовных практиках, которые принадлежат одной религии, а завтра они идут, например, на пуджу. Вот меня интересует вопрос, как это сочетается и как это отражается на людях. И стоит ли это делать? Есть как практики очищения в православии, есть в буддизме. И в контексте того, что вот в воскресенье будет пуджа. Вот меня вот этот вопрос интересует. You said about the connection between spirituality and religion, and that is not the same. And she said that many people they follow, they go to different religious events, like one day to puja, one day to some meditation, one day to Christian prayer, for example. They're also visiting the power places, like Hindu power places, Buddhist power places, and Christian power places. What do you think about that, and how to combine that? Is it healthy? Because there will be puja on Sunday, you said, yeah, воскресенье. Yeah, I think mixing those things. Yeah. See, main thing is the purpose. Основной момент здесь это цель. Вообще, зачем вопрос, да? Yeah, your motivation, your Какова purpose. мотивация ваша, намерение? One engages in pujas or mantras or prayer. Мы участвуем в каких-то молитвах, там, начитывании мантр, пуджах. With the hope that whatever is blocking us, whatever obstacle there may be, that is, blocking us from changing positively. С надеждой, что те блоки, какие-то внутренние препятствия, которые мешают нашей трансформации, So any kind of obstacles, we are praying to remove that obstacle. какие бы препятствия это ни были, чтобы они были устранены, да, чтобы они растворились, исчезли. So that we could actually develop fully our potential. И мы как бы молимся, да, о том призываем то, чтобы мы смогли в результате без этих препятствий полностью раскрыть и реализовать свой потенциал. Of loving kindness, or compassion, or wisdom. Потенциал доброты, мудрости, сострадания. So the actual purpose is not different. Поэтому цель может быть одинакова во всех этих случаях. Because we understand that there are suddenly we can feel the blessings. И мы чувствуем в определенных местах или в событиях благословения какое-то. Through our prayers, through our mantras. Через молитвы, мантры. There is a certain way of invoking. Есть определенные разные способы призывания этой. That the blessings can come, but the reason that the outcome of the blessings coming into us is to help us again change positively. И мы призываем различными способами это благословение, но помнить надо, что смысл, да, предназначение этого благословения — это позволит нам вызвать в себе вот эти перемены, к которым мы стремимся. And the reason that we are, praying or through pujas or mantras or prayers is towards beings or entity or embodiment, which symbolizes that power of enlightenment, that power of compassion. И необходимо также помнить, что те божества, там, сущности, которым мы читаем молитвы, выполняем пуджи, начитываем их мантры и прочее, все они являются воплощением или как бы средоточием, квинтэссенцией тех качеств просветления, того пробуждения, о котором мы говорим. So because we are still on the path, мы по-прежнему находимся на пути. So it's normal that we have a lot of obstacles. И на пути, естественно, иметь препятствия. Because of our habitual patterns. В силу наших привычных тенденций, которые глубоко укоренены в нас. Even when we know that doing certain things or saying certain things or thinking certain things are not healthy, not nice for me or others. И даже если мы знаем, что делать или говорить те или иные вещи, это нехорошо, это не полезно ни для меня, ни для других, мы продолжаем в силу этих тенденций это делать. But still we keep on repeating. Да, мы повторяем эти ошибки раз за разом. Without actually having real power. Не имея, по сути, силы остановиться. Due to habitual tendencies. В силу чего? В силу привычных тенденций. So for that we invoke all the powerful enlightened beings, whoever is there, to come and help us. И чтобы справиться с ними, мы как бы призываем благословение, обращаемся в молитвах к каким-то просветленным существам, чтобы они нас этой силой наделили. So it is whether through prayers or through mantras or recitation or pujas. Делается через начитывание разных текстов, молитв, мантр, пуджи и тому подобное. But that also requires
trust. Но для этого требуется, конечно, такой фактор, как доверие. Or even a kind of belief. Или даже вера. If there's a belief and trust in such embodiment, если вера и доверие подобным воплощениям качеств присутствуют, then blessings happens. Тогда благословение достигается, получается вами. There's a saying that the blessings and the power of compassion of all the enlightened beings. Существует высказывание следующее, что сила благословения всех просветленных существ, like let's say the Buddhas, например, Будд, their compassion, their intention to help is universal. It's not like limited to one person. Их сострадание, их желание помочь, оно универсально, оно вселенское, оно не ограничивается каким-то одним человеком или одной группой людей. So it's like this moon. Это подобно Луне. So the moon is clearly shining in the cloudless sky. Луна ярко светит, полная луна в безоблачном небе. But for that moon to reflect fully, и этой луны, чтобы полностью ясно отразиться в we also поверхности, need to have a bucket, нам нужно поставить ведро, filled with water. Ведро, наполненное водой. So if we have a bucket filled with water, then we have a full moon reflection. Если у нас есть такое ведро, полное воды, то в ней отразится полностью вся луна. And if there is a 1 million bucket filled with water, there will be 1 million moon. Если мы поставим миллион ведер с водой под этой луной, то она отразится в миллионе этих ведер. Будет миллион лун. Just from one moon. Из всего лишь одной. But if there is no bucket, no water, there is no moon. Но если нет ведра и нет воды, то как мы получим эту луну? So it is said that though the enlightened beings or Buddha's kindness and compassion and power of healing is without discrimination at all, but we as a being on the path has to also make effort to connect. И хотя мы говорим, что любовь, сострадание, забота и благословение Будд, Бодхисаттв, они безграничны, они неизбирательны для того, чтобы нам войти с ними в контакт, мы должны сделать со своей стороны определенные действия. And that requires trust. Да? А это требует вот этой вот веры или доверия. And then ultimately it is not blessings. И в конечном итоге это не благословение. Blessing is not the ultimate, way to awaken ourselves. Благословение — это не то, что в конечном итоге действительно пробуждает нас. The ultimate freedom, ultimate realization, абсолютная реализация или свобода comes from seeing the true nature of one's own происходит из узнавания природы нашего собственного ума. Blessing is a help. А благословение — это такая помощь извне. Puja is a help. Пуджа — это Prayer is a помощь. help. Молитва — это помощь. But not ultimate solution. Но не абсолютное, так сказать, решение в высшем смысле. Because the ultimate awakening must come from within ourselves. Потому что наивысшее, абсолютное пробуждение происходит изнутри нас самих. Because ignorance is within ourselves. Потому что неведение, препятствующее этому, оно также находится внутри нас самих. So the good news of having ignorance is that it has also inborn, ingrained potential to awaken. И хорошая новость в плане нашего неведения, состоит в том, что в нем же заключено зерно его искоренения и превращения в мудрость. Okay. Yeah. Good. Спасибо вам большое, Ринпоче. Вот вы только что сказали, что все мы взаимосвязаны. You just said that we are all interconnected. Но что, если такая взаимосвязь перерастает на очень тонкий уровень? Например, мы начинаем чувствовать влияние других людей на уровне мыслей. But what this interconnectedness become very subtle and intimate, and we start feeling other people influencing us on the mental level. И мы начинаем отмахиваться, и мы чувствуем, что нам нужно просто защищаться от чужих мыслей. And we feel like we are overwhelmed by others' thoughts, and we want to separate from them. Может ли это быть, как сказать,
знаком того, что нам не хватает вот этой любящей доброты, открытого сердца, или же, возможно, нехватки утренней практики? Can it be a sign that we lack this kindness, the compassion, loving kindness, or maybe not enough practice in the morning? Can it be a sign if we have this attitude towards others, of them interfering into our mental space like that? Well, I think one always have some kind of a choice, let's say, even though things are interdependent, interrelated. Пусть все и взаимосвязано, но у нас все равно всегда есть выбор. If you feel certain things not very helpful to you, or almost to the point of being harming to you, если вы чувствуете, что что-то не очень полезно вам или даже практически вредно you для always вас, have a choice to avoid. у вас всегда есть выбор избежать этого. See, it doesn't have to be some kind of fighting back. Это не должно быть каким-то там агрессивным ответом, да? You can just avoid. Вы можете просто устраниться, избежать этого. And that's one way of doing it. Это один способ. Other thing is that we feel something is interfering. Другой способ — это мы чувствуем, что что-то вот такое вторгается в наше Because we пространство. want something. Потому что мы хотим чего-то. Because there is a personal interest there. Потому что у нас есть какой-то персональный, личный интерес вовлечен. See, if there is no personal interest at all, если нет никакого личного интереса, заинтересованности, it's impossible for some things to come and невозможно enter к and make чему-то effect. вот так прийти, вползти в наше пространство и вторгнуться. See, so there is a story. Всегда есть какая-то история. Some kind of story. Какая-то история. See. Yeah. So, practicing loving kindness, of course, it helps to just let go. You know. Практика любящей доброты, конечно, помогает отпустить подобные вещи. Yeah. Not to make it a part. Just let go. Просто позволить этому пройти мимо. There's a way of developing a sense of true feeling of loving kindness and compassion. Whatever the entity is coming or affecting you, just feel that everyone else also, like me, wishing to be happy. И существует способ развития любящей доброты и сострадания по отношению к любым сущностям или существам, да, которые каким-то образом на вас влияют. Базовый здесь момент в том, что вы представляете, понимаете, что кто бы это ни был, это то существо, которое так же, как и я, стремится к счастью в конечном итоге. И ради этого все делает. Yeah. So if you feel that it is, something that others entity needs to be also happy, wishes to be happy, then you develop more loving attitude, loving kindness, and at the same time also let go, not hold through loving kindness. И это понимание того, что данное существо, пытающееся как-то вторгнуться в вашу там жизнь, в ваше поле, да, а также стремится к счастью, и этим не отлично от вас, вы спокойно можете отпустить его. То есть эту доброту, понимание и сострадание вы не привязываетесь к нему, а просто поняв, спокойно отпускаете. Sometimes we like to hold on some things like this. Иногда мы начинаем цепляться, удерживать подобные вещи. So, let go. Поэтому просто позволяйте им уйти. Okay. Хорошо? So, this one, final, please. Yeah. Давайте последний вопрос. Здравствуйте. Вот я знаю, что существуют книги Веды, да? Веды. Там описываются законы Вселенной, построение Вселенной. Существует также в буддизме тибетская книга мертвых. Там тоже что-то запредельное описывается и рассказывается. Мне вот такой вопрос, мне интересно. Вот, допустим, до Будды что тоже все это существовало, было перерождение, смерть и так далее. Но из чего все это исходит? Что есть исток всего этого? Вот мне интересно ваше мнение об этом во всем. He said that there is a Vedas, yeah, Hindu Vedas, and the Tibetan holy books like Bardo Todol books and so forth, and other traditions. And even before Buddha's time, people were talking about previous lives, reincarnations, karma, and so forth. So what is the source of all this? Where all this coming from? These ideas, these teachings, this...
Yeah, I believe, I think there are many traditions, pre-Buddhist, pre-Christian, of course. And, Я верю, что существовало множество различных духовных традиций, до буддийских, до христианских. I think it's the human mind, is the human nature to quest, you see. Человеческий ум, человеческая природа состоит в том, чтобы всегда что-то искать, да? So this reincarnation thing is not just limited to Buddhism or Hinduism for that Идея matter. реинкарнации, она не ограничивается индуистской только или буддийской традицией. It's like this, for centuries there's always some kind of how to say belief in that, see. So I cannot say exactly when it started. I can't say this. Веками существовали подобные верования, знания. Я не могу точно сказать, когда это началось, кто это первый сформулировал. But in Buddhism, it formally documented properly and talk more exclusively on the В line of буддизме это reincarnation. просто более явственно задокументировано, да, с изначальных, так сказать, его первичных текстов, и на этом делается основополагающий акцент. Because the main point here is that the Buddhist doctrine or Buddhist philosophy is that we are result of our own doing things. В буддийском учении акцент делается на том, что мы нынешние — это результат того, что мы сами делали в прошлом, то есть мы — это плод самих себя. Therefore, the doctrine of karma. И отсюда и происходит доктрина кармы. See, so what we do, what we think, what we say, gives this potential seeds to the next becoming. То, что мы думаем, то, что мы говорим и делаем сейчас, создает те семена, которые проявляются как потенциал наших будущих воплощений, наших будущих переживаний. So in this way, we are directly responsible for our own state of mind and body. И тем самым мы сейчас ответственны непосредственно сами за состояние своих тел и умов. For our happiness or unhappiness. За наше собственное счастье и страдания. Now, all the monotheistic religion believes someone else created us. Монотеистические религии склонны утверждать, что это кто-то иной, некий Творец создал нас такими и дает нам такие переживания. So, as someone else created us, then it has to end. Если кто-то иной создал нас, то это когда-то должно и закончиться. In this one life. Да, в этой одной жизни. Это одной жизнью и ограничено. Or the Creator can go on creating. Или этот Творец будет нас снова пересоздавать по новой. So there's these two differences. So the karma philosophy, karma doctrine, easier to see why there's next life. И доктрина кармы позволяет легче принять идею вот этой вот череды перерождений, да, реинкарнации. Because when we look at the children, 2 years, 1 year old children, посмотрев на детей там в возрасте года, 2, they are not yet indoctrinated. Они еще никак не индоктринированы, никаких еще by parent, by society, by education, by culture, nothing. Не загружены еще обществом, родителями, школами там и так далее, религиями, в них какие-то знания, системы. They are fresh. Они, так сказать, свежи в этом плане. From this life's indoctrination. Они свежи и чисты от индоктринации этой жизнью. But they are not empty. Но они не пустые. They carry so much distinctive features, Они even by 1 year old. несут в себе даже в годовалом возрасте столько всяких черт уникальных. Sometimes even the amount of anger of 1 year old child. Даже порой объем гнева, который может проявлять годовалое дитя, it must come from somewhere. Откуда-то должно это было прийти. And not necessarily from parent. И совсем не обязательно от родителей. Sometimes even parents are very shocked how my child is so angry. Иногда родители сами недоумевают, откуда в моем ребенке столько злости. 1 year old. Всего Nobody год, teach him how всего to be год, angry. никто еще не научил его, как это делать, злиться. Yet another child, 1 year old, same brother, sister, let's say. А другой ребенок тоже годовалый, скажем, даже брат-сестра в той же Same семье, parent. те же родители. Now the sister or the brother has a different character. И иной характер, совершенно иной характер. More loving. Более добрый, более любящий. More curiosity, respecting life. Больше уважения к жизни, больше touching flowers,
out of curiosity. Больше любопытства к жизни. Gentle touch. Трогает мягко цветок, изучая его. Touching the flies with gentle touch. И трогает там каких-то насекомых, опять же, также заботливо. Another one with just peck it, А другой просто их шлепает раз за разом. So this 1-year-old behavior. И поведение таких годовалых детей, not from parent. Да, явно не от родителей, so must come from somewhere. Откуда-то из других сфер. So as a Buddhist, to the karmic doctrine, it says it comes from previous imprint, Для very fresh. буддистов, принимающих доктрину кармы, это объясняется как приходящее в виде кармических отпечатков привычных тенденций из прошлых существований. Then in one life, we accumulate so much. Затем в течение одной жизни мы столько всего создаем и накапливаем. Then all of a sudden, after one life, if everything finished, dissolves, is nice. Если после этой жизни, что мы в ней натворили, все заканчивается, это даже здорово. But it's not very likely. Но маловероятно, что это так. So good luck. Поэтому удачи вам. Thank you, everyone.